Опаньки. Ой. Друзья, я схватила Роса, потому что он пытается уронить нам камеру. Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Хейтеры, наверное, побежали строчить, почему мы видим кошку, кота, точнее, а не парфюмерию. Спокойно, спокойно, дорогие мои. Сейчас я его отпущу и покажу вам много парфюмерии. Так, все, пойдешь? Нет? Ну, извините, не пойдет. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим про незабываемые ароматы, которые просто уже вошли в нашу жизнь. И вы знаете, мне кажется, что именно вот эти ароматы могут быть таким якорем. У меня есть градация, два типа незабываемых ароматов. Первый — это вот ваши личные какие-то ароматы, которые заякорились в связи с событиями, которые на вас произвели неизгладимое впечатление, незабываемые ароматы к незабываемым впечатлениям. И другая категория в градации Юнга, да, если бы он был парфманьяком, он бы сказал, что есть индивидуальное бессознательное парфюмерное, а есть коллективное бессознательное парфюмерное. Это те ароматы, которые перевыпускаются годами, которые уже имеют очень много фланкеров, шлейф которых узнаваем. Даже можно не вспомнить, что это за аромат сразу же, но ты сразу будешь понимать, что это что-то очень-очень знакомое тебе. Они могут ассоциироваться тоже с какими-то людьми, какими-то событиями, иногда даже с какими-то глобальными событиями могут ассоциироваться с какой-то эпохой. Вот. И о таких ароматах я сегодня расскажу, коллективно бессознательных. И, конечно же, наверняка это не все ароматы, да, которые существуют. И хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Там я очень много выкладываю информации каждый день, что-то там о своей жизни, о сериалах, о парфюмах, о котиках, естественно. Еще один момент. Меня часто спрашивают, какая у меня помада. На губах чаще всего это происходит, когда у меня... Это называется помада, да, но я это использую как карандаш. Это NYX Lingerie Push Up. Цвет Bedtime Flirt называется. И он для меня лично, да, он сухой, вот, ну реально как карандаш, но чуть-чуть помягче. И на него сегодня на мне вот эта помада называется, но для меня она больше как блеск, Darling Wet Kiss. У меня номер 01 Lip Fondue, и он чуть-чуть липкий. Ну, вот кому эта липкость принципиально, не берите. Но, по-моему, там вот другие цвета, они не такие липкие. Все, друзья, переходим к парфюмерии наконец-то. И первый аромат, с которого хочу начать, хоть у меня он и вместе для волос, но все-таки, да, я просто очень хотела, чтобы он у меня был в коллекции. Я считаю, что он должен был быть. Это J'adore Dior 1999 года аж. Ну, это, конечно, прям якорь. У моей мамы был этот аромат. И у меня... Конечно, он ассоциируется и с ней тоже, но я его чувствую сейчас, да, мне кажется, мне изменилось его восприятие. В детстве он мне казался более таким тяжелым. Сейчас же для меня это какой-то аромат праздника, как будто тут есть искрящееся шампанское, фрукты, такая охапка белых цветов. Это просто классика. И, кстати, новый аромат, который в Франсиса Кюркджана, он тоже мне очень-очень понравился, но он прям отличается. Так, не знаю даже про современный он, несовременен. Там как будто бы эти цветы, они помягче. Там вот как будто нет этого шампанского искристого, хотя он мне тоже очень понравился. Так, давайте второй аромат. Я подглядываю, конечно, годам, потому что я их так не помню. Еще один белоцветочный аромат, который у меня аж в целых трех экземплярах. Это Идиль от Guerlain. У меня туалетная, парфюмерная и дуэт — это лимитка.
Люблю этот аромат просто бесконечно, хотя он у меня не корится ни с каким там временем или человеком, но понятное дело, что это уже практически классика, хотя здесь могло быть много ароматов от Guerlain. Понятное дело, что есть даже старше его, но это мои личные, да, предпочтения. Этот аромат 2009 года. Мне казалось, что он уже более зрелый, более старшего возраста. Кто-то тут сейчас очень сильно шумит. Пошуми чем-нибудь беззвучно. Задание Росу. Прищепку нашли. Так, в общем, идилль. Обожаю. Это роза, фрезия, личи, малина, ланды, жасмин, сирень, пион, лилия, мускус, пачули. Но для меня здесь такой весенний букет цветов. Чем отличается туалетная от парфюмерной? Туалетная, она с такой нотой, ее называют нота утюга все на фрагрантике. Я согласна, как будто вот белье с мороза занесли и вот так прогладили. Есть такое ощущение, но в то же время она так смягчается, и это охапка цветов, как будто бы есть какой-то рядом пруд, немножечко зеленцы. Ой, аромат для меня просто аромат вдохновения, творческого какого-то прилива сил. И, и, но, точнее, но он почему-то у меня ассоциируется с какими-то сумерками, с Шекспиром, с Офелией. Коты пытаются продолжать разносить квартиру, да? Ой. О, Господи, тут муха, я поняла, в чем проблема. Съемки срываются. Дальше аромат 2004 года. Это небезызвестный, конечно же, Crystal Noir от Versace у меня в туалетной воде. Это создатель аромата Антуан Ли. Для меня это аромат про кокос, рассольный сандал. Рассола здесь достаточно. Такой пряный имбирь. И, ну, конечно, тут чувствуется древесность в этом аромате. Очень-очень, понятное дело, сексуальный, эротичный аромат. Он был у моей подруги очень давно, и он у меня долгое время с ней ассоциировался, но почему-то на себе я его вообще по-другому ощущаю. Ну, возможно, еще просто годы прошли, когда я его себе приобрела. На ней я не чувствовала вот этот рассольный сандал такой. На ней белые цветы больше были. Здесь гардения, цветок апельсина. Это Zadig Волтер, This is Her, год выпуска 2016. Казалось бы, ну не такой уж он, да, проверенный временем. Но я уверена, что он никуда не денется. Мне кто-то говорил, что его снимают с производства, но я не верю, что вот This is Her снимут. Я верю, что точнее, я знаю, что Just Rock сняли This is Love, многие еще снимут, я думаю, но этот, это же хит продаж. Причем это вот тот случай, когда, мне кажется, во всем мире, по крайней мере, я точно знаю, что и в Испании этот аромат настолько популярен, что Zara выпустила похожий, и сейчас просто куча роликов в Инстаграме, на Ютубе про этот парфюм от Zara, который похож на This is Her. Тут вообще очень любят парфюмы от Zara, вот ее вот эти вот аналоги, очень тут их уважают. И все время я слышу шлейфы вот этих вот аналогов. Ну, я так думаю, что аналогов. Может, конечно, у всех бакара реально, не знаю. Так, дальше давайте пойдем. Нет. Так вот, что же здесь? Это просто такая вкусная сгущенка, такое молоко с сахаром. Здесь еще есть такая ореховость от каштана, и здесь еще есть жасмин. Но я его не чувствую очень-очень ярко. Но со временем вот он настоялся, я стала ощущать какой-то мускус здесь, хотя он даже не заявлен. Тут кашемировое дерево и сандал. И он со временем стал настолько густой, стойкий и шлейфовый, что его прям надо капельку. Потому что я недавно нанесла на себя, как всегда, как вот я его наносила, когда он мне только появился, и он меня прям стал придушивать. То есть со временем прям в экстракт превращается. Так, дальше у нас
Живанши Линтерди, но всем, наверное, да, известно, его первый, так сказать, прародитель появился в 1957 году. Его придумал Юбер Живанши для Одри Хёббер. Но, естественно, та версия, которая вот современная, наша, она отличается. Та версия вообще была, судя по фрагрантике, была похожа на Шанель номер 5. Поэтому, ну, я понимаю, что это очень отличающийся аромат. У меня он в туалетной воде. Это тубероза, кому-то земляничная, кому-то виноградная. Цветок апельсина, мускус, ветивер и пачули. Но я чувствую еще в этом аромате как будто бы что-то ванильное. То есть он для меня довольно сладкий, и его шлейф прям сразу узнается. Вот эта тубероза, она прям сразу читается. Даже если такая же есть в другом аромате, ты понимаешь, что это тубероза из Линтерди. Ну, лично я так считываю. Так. Кстати, туалетная вода уже 2019 года, а, по-моему, парфюмерная, вот которую выпустили, да, вот эту современную версию, она 2018 года. То есть, ну, сама вот эта версия с нами не так давно, но мне кажется, она все-таки надолго. Так, следующий аромат. Это молекулярный аромат. Это Eccentric 02. Ну, мне кажется, многие эксцентрики или молекулы, да, вот Eccentric Molecules, мне кажется, вот Eccentric 02, молекула 02, молекула 01. То есть вот здесь вот на этом месте мог быть какой-то из этих ароматов, которые вот в свое время, да, они стали таким прорывом, прогремели. Я помню, как многие рассказывали, что это такой аромат, я сама не чувствую, но передо мной штабелями ложатся просто поклонники мои, приобретенные благодаря этому аромату. То есть такие прям легенды ходили, что девушка одна рассказывала, я помню, где-то на форуме, что она зашла в магазин, в какой-то бутик люксовый, очень дорогой. И прям вот раньше к ней там как-то так относились, да, ну как часто в таких бутиках, очень оценивающе там на тебя смотрят, а тут прям вообще все вокруг нее бегали, хотя она была та же самая, что и всегда. Какая-то такая фантастическая для меня история. Мне все-таки кажется, что это немножечко такой маркетинговый был ход, кто-то его запустил, и он вот так вот пошел, а люди потом уже сами видят и трактуют это вот, типа, это из-за моего аромата, который я не чувствую, и, может, никто не чувствует, но там где-то на бессознательном он так срабатывает. Я не очень прям вот в это верю. О чем аромат, да? Для меня это такой древесный аромат. Я чувствую тут хвою, я чувствую тут цитрусовость и чувствую морковный ирис. Но для меня это приятно. Мне нравится такой ирис. И, конечно, здесь и супер, и здесь есть и амброксан. Да, вот они, мне кажется, придают вот эту холодную древесность аромату. Так, дальше мой любимчик. Это Фохио от Нарцисса Родригес, аромат 2003 года. Да, в том году выпустили фланкер Фохио Forever. Он был, соответственно, к 20-летию вот этого аромата. Но, конечно, эта версия, она моя самая любимая. Это самый узнаваемый, мне кажется, шлейф, да, из всех Родригесов. Я чувствую здесь флёр де оранж. Просто сад цветущего флёр де оранжа. Я не чувствую никаких тут страшных мускусов. Просто узнаю во всех ароматах что-то общее. Ну, вот для меня мускус это что-то вот совершенно другое, более специевое, более такое терпкое. Здесь я не чувствую этого. Тут какой-то есть такой пушисто-пудрово-косметический аспект, который прослеживается в других ароматах от Нарцисса Родригес. Вот, ну, наверное, вот этот мускус. Очень хороший, любимый мой Нарцисса Родригес. Так, не туда у меня рука все время тянется. Я хочу просто сначала год говорить. Дальше. Это Éclat Arpège от Lanvin. Это аромат 2002 года. Это холодные цветы. Вот можно было бы, да, вот они по описанию, сейчас я могу описать как идилль. Но вот этот аромат,
для меня утренний, если и день для меня какие-то больше уже сумерки, то вот это прям утренний аромат. Он бодрящий, он свежий. Здесь много цветов. Здесь я помню, что есть сирень. Вообще абстрактно они все так собраны, да. Сирень, пион, цвет персика, китайский османтус и вот холодное дерево. Тут кедр. Я чувствую какой-то, опять же, такой свежий пушистый мускус, да. И ну вот амбру какую-то я не чувствую. Я чувствую, что в аромате есть что-то такое немножечко сладкое, немножечко чего-то есть теплого, потому что иначе я бы вообще не смогла такой аромат носить. И тут нет, по сути, цитрусов. Но для меня это хорошо, потому что свежие цитрусовые чаще всего на мне очень сильно так звенят. Аромат, который у меня был, вот знаете, когда еще те времена, когда у меня был один аромат, и вот он был один из них. Я помню, я влюбилась в его шлейф. Я работала, ко мне пришла девушка, и вот она была в этом аромате. Это, сразу скажу, Coco Mademoiselle. У меня Intense, но тогда была классическая версия в парфюмерной воде. И вот она пришла, ушла, а шлейф ее остался. И я просто влюбилась в этот аромат. Я очень его хотела. И я помню, что я сама его себе подарила на день рождения или родители. Не могу вспомнить. Но помню, что это еще было не в сетевом магазине, это еще был такой маленький магазин, где продавались люксовые парфюмы, как сейчас вот нишевые есть такие бутики, а тогда вот люкс так продавался еще. Это какой же был год? Это был точно до 2005, 2003, может быть, 2004, где-то вот эти вот года. А сам аромат выпуска 2001. То есть тогда это, считайте, еще была новиночка. Это, конечно же, яркие цитрусы, пачули, но цитрусы тут сладкие. Они сразу же какие-то такие искристые, но они вот не звенят, да, на мне, потому что звенящие цитрусы плохо звучат, а эти не звенят. И тут есть цветочный такой букет, он тоже абстрактный, он не чувствуется. В версии Intense есть еще фруктовый такой, фруктовая тарелка, да, уже не букет. Она больше как мультифрукт мной ощущается, и немножко шоколадят тут пачули, да, то есть тут такие не с аспектом каким-то минорным, подвальным, или такой вот, мне кажется, как в идилле, там пачули больше какую-то местность, где пруд уносят, а здесь нет, здесь больше такие в сторону шоколадных пачули с этим оттенком. Очень, конечно, понятное дело, узнаваемым. Его можно любить, можно его ненавидеть, как хотите, но он прям сразу узнается. Так, что дальше? Давайте. Это аромат 2006 года. Это черная орхидея от Тома Форда. У меня в туалетной воде 2021. Ну, вы понимаете, да, что мы сейчас говорим о концепции вообще черной орхидеи. Я выбрала этот, потому что он легче парфюмерной воды. У меня есть сэмпл парфюмерной воды. Я его ношу очень редко, потому что, ну, как-то дома в нем ходить, да, но вот только когда я его тестила на себе, чтобы разносить, да, я ходила. А вообще, конечно, такой аромат хочется куда-то надевать, на какие-то выходы вечерние и так далее. На каждый день бы он не пошел. А вот этот вот прям на каждый день. Здесь слива, она придает аромату свежести. Здесь бергамот в верхних нотах, он тоже придает свежести, такой немножечко прозрачности. Понятное дело, орхидея здесь есть. Такой шоколадный трюфель. Я чувствую, как будто пломбир шоколадно-сливочный. Кто любит парфюмерную воду, сразу вам скажу, дорогие мои, скорее всего, вам это покажется просто разбавленной парфюмерной водой, не очень стойкой, да, по сравнению с ней, не такой шлейфовой, густой, поэтому не советую вам точно вслепую брать. Если, да, вам вот хочется какой-то версии черной орхидеи, то все-таки лучше потестить, иначе можете разочароваться. Это аромат 2009 года, хотя мне казалось, что он даже еще старше. Но у меня есть его версия еще и 2020. Это, конечно же, императрица Дольче Габбана. Это фрукты.
Вот мне кажется, что вот в этой Limited Edition я больше чувствую арбуз. Вот здесь для меня как будто есть груша, хотя она, по-моему, даже не заявлена. Здесь киви, ревень, розовый перец. Ну, кстати, я вот здесь перец почти не чувствую. Арбуз, цикламен, жасмин, лимонное дерево, мускус, сандал. Просто для меня это какие-то фрукты, очень сочные, очень зрелые фрукты. И практически я не чувствую тут цветов, но чувствую какой-то как будто бы воду, какую-то холодинку такую в аромате. И сочность, и немного кислинки, холодинки, немножечко как будто бы воды. Ну, для меня это просто аромат вот тоже утренний. Мне нравится, вот когда я не знаю, что на себя нанести, вот схватить его. Он один из тех, кого я хватаю, что я хватаю, если просто нет времени вообще думать, чем сейчас воспользоваться. Он вот такая выручалочка. Аромат 2019 года. Казалось бы, да, и тут уже все такие у меня более умудренные опытом. И вот такой вот новичок Yves Saint Laurent Libre. У меня в версии есть Le Parfum и Intense. Но вот парфюмерная вода вышла в 2019 году, но у него сейчас просто столько фланкеров. И появляется каждый год какой-то новый фланкер. И это говорит только о том, что аромат просто не собирается уходить в какое-то забытие. Многие говорят, что это супер комплиментарный аромат. Я согласна. Мне тоже на него делают комплименты. Не так часто, как хотелось бы. Вот, но он в шлейфе, да, вот что Intense, ну, все версии в шлейфе, они немного не так ощущаются, как с блоттера, или вот когда так его обоняешь, все-таки шлейф, он немного другой, он дальше чуть-чуть есть в нем кремовость, есть лаванда и ваниль. Вот здесь вот у меня мадагаскарская, причем, ну и лаванда тут хорошо, ой, господи, и лаванда тут хорошо ощущается, но и ваниль чувствуется. И цитрусы немножечко тоже есть. Ну вот шлейф у него просто шикарный. И флакон, конечно же, флакон шикарный. И я уверена, что я бы вот через 10 лет, если это видео бы снимала, он бы уже точно, да, уже проверенный был. Короче, я верю в этот аромат. Напишите, верите ли вы, что Yves Saint Laurent Libre никуда от нас не уйдет. Так, дальше аромат 2015 года. Но я тоже знаю, что он никуда уже не уйдет. Сейчас ему 9 лет. Это Baccarat Rouge 540. У меня вместе, но у меня есть маленькая мини-версия в парфюмерной и есть от Levant в экстракте. То есть у меня есть все версии. Мне больше всего, честно говоря, и больше всего в ходу именно вот мист для волос. Я люблю с каким-то другим ароматом его использовать. Но это, конечно, понятное дело. Это какая-то была новая веха в парфюмерии. Много, да, сейчас появилось тех, кто копирует впрямую или как-то что-то использует. Часто мы говорим, это что-то бакаринное, да, в аромате. Такое тоже сейчас просто сплошь и рядом. Это вот тот самый случай, да, когда незабываемый шлейф. Вот просто не выходит он ни у кого из головы. И мне кажется, все равно не уйдет. Что-то будет появляться, видоизменяться, какая-то часть этого аромата сейчас будет, да, присутствует во многих новинках. Настолько он по-разному воспринимается. Я сначала чувствовала бенты и йод, теперь я больше ощущаю здесь вот эту еловую часть, да, это то, что уже в базе. И я не чувствую никакой клубники, к сожалению, я бы очень хотела ее чувствовать, но нет. И я даже не чувствую каких-то сахарных этих самых петушков. Я вообще не могу передать. Он для меня не цветочный, он для меня не сладкий, он для меня вот немного древесный, но именно вот про еловую смолу, но теплую. Вообще она больше у меня ассоциируется с холодом. Но это теплый однозначно аромат. Удивительный аромат. Следующий аромат это Good Girl от Каролины Эрреры. У меня, кстати, здесь мист для волос. Мне
Каролина Эррера с туфелькой со своей. Мне вообще парфюмерная вода кажется очень густой, очень стойкой. Ну, как-то для меня прям слишком. Опять же, это тот случай, когда аромат, ну, прямо вот не везде бы я могла его носить. И поэтому я купила себе легкую версию в виде миста. Но я бы сказала, что это больше концентрация туалетной воды. Он очень стойкий, очень шлейфовый аромат. Тут то же самое. Аромат вообще идентичен. Миндаль, кофе, есть цитрусы, есть тубероза. Ну, вообще, конечно, аромат абстрактный, и я вот прям не чувствую отдельно туберозу или вот все, что я перечислила, какие-то ноты, пралине, кашмировое дерево. Не чувствую. Для меня, и вот ну, кофе я не чувствую. Для меня нет. Для меня тут белоцветочность, в базе что-то сладкое, карамель, шоколад, мускус. Мускус ощущаю хорошо. И в начале какой-то есть цитрусовый блок. Он чувствуется. Но вот могу носить только вместе. И флакон мне не нравится. Все равно не нравится. Не могу ничего с собой поделать. Так, следующее тоже Good Girl будет. У меня вот есть такой travel-версия, да, в кофре. И у меня есть королева Шеба. Я, кстати, носила, это мне Ульяшка подарила, и я носила вот эту travel-версию в сумке, и она вся потерлась. Поэтому если у вас есть travel-версия, и вы не хотите, чтобы она вот вся потерлась, не носите ее в сумке или куда-нибудь хотя бы как-то бережно в кармашек. Ну, короче. Это османтус, персиковый османтус. И такая нотка табачка, но скорее всего даже кальянного. Это не какая-то прокуренность. Я такое не выношу вообще, просто нет. Фу, мне не нравится такой аспект прокуренности, да, как будто одежда прокурена. Тут ничего такого близко нет. Здесь, знаете как, вот если здесь стартует, правда, таким свежим персиком османтусом, потом немножко табачка появляется, то здесь все стартует таким кальяном персиковым, а потом, ну, и османтус чувствуется, такую свежинку придает, но потом он вообще превращается в какую-то жвачку, такую жвачку персиково-свежую. Следующий аромат 2007 года, который гремит тут нещадно. Монталь, Crystal Flowers. Есть еще Rose Mask. Они кажутся, да, кому-то похожими в шлейфе, но мне они не похожи. Здесь больше все-таки такой молодой, свежей розы. Немножечко есть в аромате какой-то сливочности. Я не знаю, что ее придает. Тут есть ландыш, который придает аромату свежесть. И я чувствую, опять же, такую нотку табака. Табака, какого-то влажного такого табака. Я не понимаю и до сих пор не могу понять, что за нее отвечает. Роза, мускус, ландыш, амбра, мандарин. Я не знаю. И вот эту сливочность, что дает, я тоже не понимаю. Наверное, мускус такой, да? Будем думать, что он. Ну, это шлейф прям узнаваемый. Вот если вы его почувствуете, во-первых, вы сразу узнаете, что это Монталь. Если вы, в принципе, да, увлекаетесь парфюмерией, то узнать монталевский шлейф не так сложно. Это даже может оказаться и не монталь, но мы все скажем, что это монталевский мускус или что-то наподобие монталя. Наверное, сюда можно еще было отнести Intense Cafe, тоже вот к этим ароматам. Так, следующий аромат, очень узнаваемый шлейф, это Pure Poison от Dior. Наверное, еще тут какой-нибудь мог бы быть яд, просто мой любимый вот этот. Это аромат 2004 года, то есть проверенный временем 100%. Он продолжает продаваться, у него продолжает оставаться своя группа поклонников, фанатов этого аромата. Сейчас представила, что у этого аромата есть своя страница в Инстаграме, фан-группа такая, да, и он такой: я вот здесь побывал, я вон там побывал, вот я загораю. Кстати, классная идея. Интересно, кто бы стал миллионником из ароматов? Чья бы жизнь была интересней? Так, тут на самом деле белые цветы, тут гардения, цветок апельсина, жасмин,
цитрусы, всякие разные, сандал, но это непередаваемый аромат. Его бесполезно объяснять нотами. Вот у меня какое-то сравнение с тканью, с такой шелковой белой тканью, даже жемчужной тканью, которая тебя окутывает. И он такой женственный, он такой нежный. Это даже как будто бы, знаете, вот такая шелковая постель. Естественно, натуральный шелк, такой приятный, такой обволакивающий, нежный, немножечко прохладный. Просто хочется в нем утонуть. Вот такой потрясающий, незабываемый шлейф. У меня муж, кстати, который не сказать, чтобы он прям какой-нибудь там парфманьяк. Ну, сейчас уже, мне кажется, живя со мной, он уже как-то немного опарфманьячился. У него уже есть какие-то свои предпочтения, мнения, узнает он что-то. Но вот когда я купила этот аромат, он сразу сказал, что этот шлейф ему знаком. То есть, правда, незабываемый. Так, и последний аромат. Вы знаете, скажу вам сразу, это Делина. Я забыла его тут себе набрать. Сейчас мы его найдем. И я вам скажу. Я не помню, какого года он выпуска. Он 2017. Ну, довольно свеженький. Но, опять же, у него появились фланкеры. Это всегда говорит о том, что аромат не собирается уходить, да, от нас. Он пользуется популярностью. Эксклюзив. Есть Делина эксклюзив. Есть Делина Росе. Она более такая свежая. Это роза и пион. Я бы даже сказала, что это такая питалия. И тут есть вот эта вот нота какая-то минеральная. Я не знаю, что за нее отвечает. Кашмиран, ладан, ветивер и кедр. Есть, не знаю, вот я чувствую это как какую-то минеральную ноту. И вот она мне не позволяет прям насладиться ароматом в полную силу. Я его зато смогла носить в невыносимую жару. И вот тогда эта нота смягчилась, и она придавала такую стойкость и громкость вот этой розе, пиону, питалии. Какой-то свежий мускус тут звучал. И я понимаю, что это благодаря вот этой ноте. Она как какой-то усилитель вкуса, запаха. Вот так вот она действует. Здесь еще есть личи, ревень, бергамот, мускатный орех. Ну, это я уже такое абстрактное, да, оно все окружает вот эту питалию и просто ее подчеркивает, ее свежесть. Но опять же, да, когда я этот аромат наношу на себя в холодное время, я не могу назвать его свежим. Мне вот эта вот нота минеральная какая-то непонятная, она прям настолько как будто бы спорит, она какая-то для меня техническая. Я не знаю, как ее описать, но вот она настолько спорит с этой питалией, что мне хочется просто ее уменьшить, чтобы услышать вот этот цветок. Но, опять же, это зависит от кожи. На горячей коже, скорее всего, она сразу как-то смягчается и придает стойкости, шлейфа аромату. Вот все, друзья. Да, я все рассказала. Все. Конечно же, сюда можно было бы еще включить очень много, особенно люксовых ароматов. Почти все герлены сюда можно было бы включить. Шанель, Диор, еще много чего можно было бы сюда включить. Но мы ограничены временем. Поэтому пишите вы в комментариях, какие бы еще ароматы, такие незабываемые, которые вы понимаете, что вот они с вами там сквозь года прошли, шлейфы, которых вы встречаете и узнаете, и не хотели бы, да, чтобы эти ароматы ушли куда-нибудь, чтобы их, не дай бог, сняли с производства. Я очень надеюсь, что все эти ароматы так и останутся с нами, что они будут продолжать оставаться в нашей памяти, манить нас в магазины, мы будем их покупать, а они останутся навсегда. Вот, друзья, все, спасибо вам, что вы были со мной, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, не забывайте, подписывайтесь на этот канал, ставьте палец вверх, колокольчик, чтобы вам приходило уведомление. Сейчас так просто уже YouTube видео напоминания не всегда рассылает. Какой-то он теперь стал такой привередливый, какие-то у него алгоритмы там
очень-очень сложный. Все, друзья, я вас всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.